Вітаю знов у своєму саду. Я Світлана, і сьогодні, як і обіцяла, буде огляд спорту троянди Августа Луїза «Моя красуня» акварель. Сравним ее с Августой и полюбуемся цветами. Роза акварель — это тоже селекция Ханс Эверс, Тантау, Германия, только 2006 год. Роза чайно-гибридная. Сорт акварель имеет мировые награды за уникальность окраса. Акварель повторяет самые лучшие характеристики сорта прародителя Августа Луиза. А это значит, что она настолько же шедевральна, как и задумывалась селекционерами. Этот сорт я не могла купить целых 2 года. Почему-то не могла найти ее в каталогах или не успевала на открытие продаж. Все сложилось только весной 2023 года, в прошлом году. И она в моем саду. Цвела первый сезон, и вы сами можете судить, как нарос кустик. Растет в полутени от дома. Мне кажется, на солнце окрас будет немного ярче, но у меня уже там маловато мест, некуда было рядом с Августой посадить ее. Куст имеет аккуратную округлую форму, ветви крепкие, держат цветы без опоры, как и у Августы. Такая же сочная, насыщенная зеленая, плотная листва, как и у сестры. Лист с зубчиками. По характеристикам сорта заявлено, что куст нарастает быстрее, чем Августа. Мне кажется, это действительно так. Видно, что рослый куст это только за 1 сезон. Представьте, что будет дальше. Куст колючий. Невероятный у нее цветок. Размер чуть меньше, чем у сестры, до 12 сантиметров. Свое имя сорт получил благодаря именно внешнему виду цветка. Необычная окраска лепестков. Она повторяет все акварельные переливы, оттенки. Очень плавно переходит от нежно-розового с краев лепестков до персиково-сливочного в самом центре. Такой получается как акварельный градиент. Лепестки окрашены. Игра цвета. Каждый цветок окрашен уникально. Они не повторяют друг друга. Цветет как и одиночно, так и кистями. Ну, у меня стрелку в конце августа выпустила. Августа Луиза стрелок как-то не выпускает таких длинных. Ну, посмотрим в следующем сезоне. У цветка форма бокала, высокий бокал. Цветок густо махровый, и можно немножко по цвету сравнить ее с Глорией Дэй. Но только по цвету, по форме бутона, лепестки у них разные. Оттенок вот этот желтый мне немного напоминает. В бутоне до 30-35 больших лепестков. И они также имеют волнистые края и красиво играют с ветром. Аромат сильный, фруктовый, но немножко другой. Без малинового аромата, а чуть-чуть цитрусовых нот. Характеристики розы можно посмотреть, остановить видео. У этого сорта есть перерывы в цветении, как и у Августы, но мне показалось, что немного меньше. Не так резко разница видна. Розы есть, роз нету. Хоть 1 или 2, ну по памяти сейчас я точно не скажу, но по-моему были цветы. Наверное, селекционеры что-то с этим сделали, с периодом нецветения.
утверждать 100%, конечно, я не буду, но мы узнаем об этом совсем скоро. Через 4 месяца розы зацветут вновь. Сорт акварель также устойчив к заболеваниям и вредителям, как и прародитель. Обработки, как я говорила, я провожу всех своих роз одинаково, поэтому особо не акцентируюсь на ней. Дождь цветок переносит отлично. У нее лепестки не такие нежные, мягкие, как, допустим, у Мириам, у розы. И они от дождя не портятся. Совершенно, от слова совершенно не портятся. Просто стекают капельки и все. Так же красиво в каплях дождя, как и Августа. Кстати, если вы не видели еще обзор сорта Августа Луиза, сказочную красоту от Тантау, можно посмотреть. Видео на канале есть. Ну и если сравнивать, какая из этих роз вам нравится больше? Августа Луиза яркая, сочно-розового персикового цвета или более нежная, переливчатая акварель. Мне нравятся обе. Я вообще розы в желтых тонах почему-то полюбила. Ну что, такой небольшой обзор моей акварели. До встречи в новом видео. И, кстати, до календарной весны осталось всего 2,5 недели. Представляете? Ждете уже? Судя по комментариям, ждете. Делитесь своими впечатлениями о акварелях, у кого есть, а у кого нет, то присмотритесь к этому сорту. Она более чем достойна. Всего хорошего!